Приветствую вас, искатели приключений! Мировая цивилизация все более и более проникает в самые удаленные уголки нашей прекрасной планеты. Вырубаются тропические леса, строятся города, но есть еще места на планете, где время остановилось. И здесь традиционно охотятся на китов-кашалотов, используя парусные лодки и бамбуковые копья. Я нахожусь на острове Лимбата, поселок китобоев Ла-Морелла, и мы посмотрим, как люди вступают с морем в схватку, как их предки более 100 лет назад. Поехали! Итак, друзья, в этом видео мы отправимся с моряками на охоту за китами. Но сразу предупреждаю, это не браконьерство, а аборигенная охота, официально разрешенная единственной деревне в Индонезии и строго по квотам вылова. Мясо китов здесь запрещено продавать, туристам запрещено участвовать в охоте. Все добытое мясо идет только в пищу и делится поровну между всеми жителями деревни. Это не бизнес, не коммерция, а традиция, вера и основа целостности общины. Я нахожусь на острове Лимбата, и главным образом я приехал на этот остров посетить рыбацкую деревушку под названием Ла-Малера. Интересна она тем, что здесь до сих пор охотятся на китов с одной лишь поправочкой. Они могут это делать только лишь традиционными орудиями лова, то есть копьями. И мне интересно выйти с рыбаками вместе в море и посмотреть, как они охотятся при помощи копий не только на китов, на разных других тоже рыб. Здесь все пропитано рыбацкой жизнью. Это небольшая деревушка, один пляж, может быть 20 хижин, но отовсюду слышен запах вяленой рыбы. Рыбаки подготавливают это целый день к завтрашнему плаванию, и я надеюсь, я увижу это, скажем так, культурное чудо этого острова. Также они не могут и не имеют права заниматься выловом китов в коммерческих целях, продавать их. Все мясо, полученное от китов, и жир они делят поровну среди всех жителей деревни, а потом на своем внутреннем рынке могут обменивать это мясо или жир на фрукты, овощи, куриц. Вайб этой деревушки мне уже заходит, потому что, во-первых, они католики, они верующие, но самое интересное, почему им разрешили заниматься выловом этих китов и гринписовцы, и Индонезия. В принципе, они же с голоду не умрут, они могут и тунцом питаться, и мантами, и просто Индонезия в качестве сохранения популяции китов может им просто отдавать тонны риса и тонны еды. Дело в том, что для них это не просто охота, это часть религии. Когда начинается сезон охоты, у них есть специальный ритуал, и они считают, что это не они охотятся за кашалотами, а море им дает кашалота. И поэтому для них это сакральная охота, а не просто средство пропитания. И вторая функция этой охоты – то, что когда они делятся поровну всем мясом среди всех жителей этой деревни, это подчеркивает силу их общинности. Но вот сейчас главный вход на пляж. Он украшен скелетами кашалотов. Вот череп кашалота, вот хребет кашалота. В принципе, тут такого много. И часть строений выполнена из сухих кораллов. Поначалу немножечко жутко, потому что ты заходишь на пляж, как будто какие-то пираты или как будто чужая территория, нельзя сюда заходить, будь осторожен. Но сам пляж чистый, красивый, здесь бегают, плавают дети. И в принципе мне вот вайб этой спокойной жизни очень нравится. Целый день отдыхаю, набираю сил, чтобы завтра пойти на эту охоту. В Гугле я читал и романтизировал, что будет парусник. На самом деле используются моторы. Конечно, нет никакой гарантии, что сегодня добычей будет кит. Но даже если будет какая-то другая рыбеха,
я буду рад, потому что я сюда прибыл не ради добычи на китов, не ради крови, смерти, а ради того, чтобы погрузиться в историю, ощутить себя исследователем в каком-то неизведанном мире. И вот этот дух исследования, дух неведанного, как будто я на другую планету, где нет цивилизации, где люди живут обыденно. Вот это меня движет на такие приключения. Пиздец, момент напряженный. Затаилось дыхание. Такая прям напрягающая атмосфера. Меняют копья, меняют гарпуны, меняют линь. Увидел кровь, не знаю. Ох, ебать. Ебать, это парусник. Уа. Свежачок. Серьезно. Передо мной марлин, не знаю, килл, наверное, 20-30. Укачивает трындец. Это точно не туристическая поездка. Хочу блевать. После того, как я раза 4 прорыгался, я решил в лодке плыть лежа, чтобы уменьшить воздействие качки на меня. Итак, друзья, вот добыча марлин. Что вам сказать, не снял я никаких экшн-кадров с дрона или каких-то кинематографических, потому что раз 6 рыгал, и я пытался спать в этой лодке, чтобы мне не было еще хуже. Это не туристический аттракцион, и я вам скажу, это тяжелая добыча. Не мне судить, хорошо это или плохо. Yeah, here in La Manara, whale shark, manta, sperm whale, pilot whale, orca. They are the kind of fishes that sent by God for the existence of the people here in La Manara. And this is our culture. Greenpeace ever come and they ask the people here to stop harpooning whale shark also. But we stand on our daily life activity because this is our culture.